Хай Барби, хай Кен, на связи Бульбина. И не знаю, как у вас, но лично у меня каждое время года ассоциируется с каким-то конкретным фильмом. К примеру, осенью я люблю пересматривать «Сумерки». Все мы таким дерьмом страдаем, да, девочки? Сейчас у меня новогодняя атмосфера, как вы успели заметить. Надеюсь, это видео не выйдет в марте или вообще летом, учитывая, как я монтирую. На дворе зима, а зима у меня ассоциируется с каким-то волшебством и магией. И поэтому обычно перед Новым годом я люблю пересматривать фильмы о Гарри Поттере. На сегодня я подготовила очень символичную распаковку. Наверное, даже те, кто не смотрел фильмы о мальчике, который выжил, знают этого персонажа. Це неадекватно і це не по-християнськи. Просто не бачити Гаррі Поттера і жити з цим. Уж очень он узнаваемый и, наверное, является одним из самых моих любимых во вселенной Гарри Поттера. Так что давайте представим, что это у меня волшебная палочка из какого-нибудь корня бульбины. Да, есть такое растение. И поприветствуем Хагрида! Подходите ближе. Еще ближе. Хватит болтать. Вас ждет много интересного. Начнем урок. Все за мной. Рубиус Хагрид. Преподаватель ухода за магическими существами и лесничий в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Он наполовину человек, наполовину великан. Великаны имеют репутацию тупых, злых и нелюдимых существ. Но Хагрид очень добродушен, и если с кем-либо подружиться, то более преданного друга вы не найдете. Это он и подтверждает на протяжении всех книг и фильмов. Но давайте вернемся непосредственно к кукле и рассмотрим для начала ее коробочку. Она выполнена из прозрачного пластика, а задник в виде выпуска газеты «Ежедневный пророк». Сзади указан год выпуска, производитель Mattel, наш любимый. Спереди коробки логотип фильма «Гарри Поттер», молния, наверное, представляет собой шрам самого Гарри, фотография персонажа, герб Хогвартса, ну и имя нашего великана Рубиус Хагрид. Он более известен как просто Хагрид. По сути, фамилия заменяет ему имя. Со слов Джоан Роулинг, авторки книг о Гарри Поттере, имя Хагрид происходит от старого диалектного английского слова, которое при использовании фразы «You were Hagrid» означает, что плохая ночка выдалась или у тебя бадун. Все потому, что Хагрид большой любитель выпить. Это по-нашему. Во вселенной Гарри Поттера, чтобы, например, освободить домового эльфа, ему нужно подарить предмет одежды. Но у нас здесь великан, и, слава богу, мне носки снимать на камеру не придется, а чтобы освободить его, нам нужно просто раздеребанить коробку. Погнали! Так, что-то оторвали. Мне кажется, когда я раскрываю кукол, у кого-то в мире останавливается сердце, потому что я это так аккуратно делаю. А он такой увесистый. Хагрид свободен! В книге «Гарри Поттер и философский камень» Хагрид описывается так. Примерно раза в 2 выше и, по крайней мере, в 5 раз толще обычного человека. Он выглядел как-то заведомо больше допустимого и казался диким. Длинные лохмы кустистых черных волос и косматая борода почти полностью закрывали лицо. Ладони были размером с крышку мусорного бака, а ноги в кожаных сапогах напоминали дельфинят-переростков. Огромная физиономия почти полностью скрывалась под густой гривой спутанных волос и длинной неряшливой бородой. Но глаза все-таки можно было рассмотреть. Они блестели под всем этим волосяным буйством, как 2 больших черных жука. Как мы видим, киношный Хагрид вполне соответствует описанию из книг, а наша кукла делалась именно по образу персонажа из фильма. Боже, он такой приятный, он как плюшевый медведь. Давайте немного сравним. На первый взгляд костюм просто идентичен тому, что в фильме на Хагриде. Какая-то пушистая, типа льняная, но на кукле она более мягкая, рубаха, жилетка. Она должна быть, конечно же, отдельным элементом одежды, но здесь она пришита и является частью этой рубахи. Ремень. Не хватает разве что поясной сумки. Просторные мешковатые штаны, огромные ботинки. Конечно, наш Хагрид более гламурный, такие завиточки волос, как будто бы он только из салона пришел
и сделал укладочку. Не знаю, мне очень нравится, сразу понятно, что это за персонаж, и в целом он очень похож, я довольна. Давайте рассмотрим поближе его лицо. Борода не из волос, а из такой достаточно мягкой резины, молдированная. Очень хочется заглянуть под нее, и что же мы там видим? Какое-то уродство, если честно. Жаль, очень хотелось бы, чтобы здесь были волосы, но хорошо, хоть на голове прошитые волосы, причем прошивка очень густая, и волосы такие мягкие. Я, конечно, хочу ему в будущем немножко взъерошить причесочку, а то он, очень гламурный. Черты лица очень похожи на черты самого Робби Колтрейна, актера, который сыграл Хагрида. К огромному сожалению, актер в 2022 году в возрасте 72 лет скончался. Но он навсегда останется в сердцах фанатов и миллионов поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере. Палочки вверх, Хогвартс. Плакать захотелось. Почему мне захотелось плакать, что? Хотелось бы рассказать еще немного о персонаже. Хагрид учился в Хогвартсе, но был исключен из-за ложного обвинения и доноса в злодеяниях. Было принято решение оставить его на должности лесничего, чем он был вполне доволен. Ему запретили колдовать, а его волшебную палочку сломали. Однако он вставил половинки палочки в розовый зонт, благодаря чему время от времени может использовать простые заклинания. К сожалению, в комплекте с нашим Хагридом этого зонтика нет, но зато Маттел учли другую особенность персонажа. Хагрид испытывает огромную любовь к животным и готов даже в любом монстре разглядеть милого домашнего питомца. В разные временные периоды жизни Хагрид успел вырастить акромантула Арагога, это такой огромный паук, трехголового пса-пушка, гиппогрифа клювокрыла, а также выходить настоящее драконье яйцо. Из него вылупился дракончик, которого Хагрид назвал Норберт. Впоследствии, правда, выяснилось, что это Норберта, не суть. Именно этот дракончик идет в комплекте с Хагридом. Это что? Дракон? Это не просто дракон. Это норвежский горбатый. Мой брат Чарли работает с такими в Румынии. А он красивый. О, смотрите, он знает свою мамочку. Привет, Норберт. Дракончик очень детализированный, мордочка со всеми вмятинками, морщинками, можно рассмотреть клюв или как это сказать, крылья, хвост, треснувшее яйцо. Очень жаль, что его не разрисовали. У меня, кстати, руки так и чешутся попробовать сделать это самой. Он очень миленький, и это приятное дополнение к кукле. Кстати, мой обзор получается вдвойне символичным, ведь наступил именно год дракона. Так что, Норберт, идем под елку. Кстати, Хагрид же очень высокий. Хотелось бы сравнить его с другими куклами. Правда ли он у нас великан или нет? Всем приветик от Белатрисы. У нас Новый год, поэтому видите, какая она модная. В общем, что мы видим? Обманули Маттел, обманули. По росту, конечно, несоответствие полное. В кино можно заметить, насколько Хагрид выше Гарри Поттера и прочих. Конечно, это должно быть где-то примерно вот так. Жаль. Хотелось бы более реалистичного Хагрида. Маемо шо маемо. Я извиняюсь. Разница в размере рук тоже маленькая, нет никаких огромных лап, как описываются руки Хагрида в книге. Единственное, что вполне соответствует, это размер ноги. У Белатрисы, в принципе, длинные носки, нога намного меньше, и здесь разница на лицо, на ступню, на ногу. И что, конечно, заметно невооруженным глазом и прекрасно прощупывается пальчиками, это его массивный торс. Не могла подумать, что когда-то буду трогать Хагрида за пузико. И я думаю, мы все ждали этого момента, но особенно я. Время его раздеть. Как вам такое? Мне почему-то очень страшно это делать, поэтому, пожалуй, начнем с ботинок. Здесь разрез специально для удобства. Оп, вот такие у нас ступни. Мне кажется, как у стандартного Кена, а может быть и нет. Так, ну что, погнали? Та-дам! Но это уже какой-то косплей на Астерикса получается. Ты потерял аппетит? Я сажусь на диету. На диету? Ты? Да.
Я слегка полноват. Типичный такой любитель пивка. Такие тоненькие ручки по сравнению с торстом, но его живот это просто, я не знаю, он такой милый, пивной бочонок. Так, серьезный обзор. Ну, в общем, вот эта фигурка у нас, да, это милашество, не правда ли? Ну, в общем, рассмотрели мы его со всех сторон, даже в штаны заглянули. Прости, пожалуйста, мужчинка. Вот такая необыкновенная кукла у меня поселилась. Я безумно довольна. Он такой жмакабельный, красивый. Пишите, у кого есть такой. Возможно, вы как-то его меняли. Я видела, некоторые обрезают бороду, делают из него байкера. Всегда интересно смотреть на эти трансформации кукольные. У меня на него огромные планы. Будет это жених для Беллатрисы. Фанаты каноничного Гарри Поттера, можете сейчас поставить видео на паузу и писать в комментариях «осуждаю». Кстати, я достаточно активно веду страницу в Инстаграме. Там у нас проходят челленджи. Я написала одну кукольную историю, планирую еще и вводить Хагрида в нее, как я уже сказала. Поэтому, если ты коллекционер кукол, как и я, вот мой Инстаграм, приглашаю. Я думаю, там можно найти много интересного. Ну и, конечно, буду очень рада, если поставите лайк этому видео, подпишитесь здесь. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Бульбинариус исчезаюс!